Добрый день, друзья! Кто следит за моим каналом, знает, что я недавно заказывала живой мох. Заказывала я его у Надежды. Заказывала не только мох, кору дуба, кору сосны и 3 орхидеи. Но об орхидеях я сделаю отдельное видео. Сегодня хочу рассказать про мох. Об этой посылке, которую я получила от Надежды, я уже пару раз рассказывала, и у меня есть плейлист, там находятся видео об этих орхидеях, о мхе, будет еще о коре дуба. Обязательно сделаю видео. Плейлист в правом верхнем углу и под видео, если кого-то интересует, где заказать такой мох или орхидеи, пройдите, посмотрите, все ссылочки обязательно будут. Но что я хочу сказать о мхе. Посмотрите, какая прелесть этот живой мох и какие чудеса он творит. Ну, издревле известно, что мох в переводе, вот этот сфагнум в переводе с греческого, это губка. Он набирает в себя огромное количество воды и удерживает, растет на болотах. И кто-то мне написал под прошлым видео: ну зачем же его заказывать, когда можно пойти в лес и собрать этот мох? Да, я вам завидую, потому что у вас лес рядом, а я живу в степях. Это степи, донские степи. До ближайшего настоящего леса, где растет такой мох, километров 300, а то может быть и 500. Поэтому ехать за мхом невероятно накладно. Значительно дешевле и быстрее заказать его. Но я хотела именно живой мох. Вы знаете, что я не использую тот сухой мох, который продается в магазинах. Но, может быть, он и сохраняет свои антисептические свойства. Да, в этом мху находится фенол, и он невероятный антисептик. Но не нравится, не использую. А вот живой мох я очень хотела приобрести. Причем не просто приобрести, засушить его и держать, а именно дома выращивать. Что я сделала? Я сделала 2 эксперимента. Начиталась в интернете, как же дома его вырастить. Нашла 2 варианта. Один вариант выращивается просто на каком-то неорганическом грунте. У мха нет корней, поэтому он сам образует потом торф, когда отмирают нижние части и как образуется там болото или торфяные болота. Вот мох, он отмирает и становится торфом. Поэтому из этих пакетов, мох был там длинный, сантиметров, наверное, по 20, я взяла верхние части, все отрезала и воткнула в чистый керамзит. Ну, как всегда. Мой любимый керамзит. За 3 недели мох вот так подрос. Он такой влажный, такой насыщенный, такой красивый. Он растет, он уже растет. Это в керамзите. А вторую часть я сделала по-другому. Насыпала керамзит и присыпала землей. Ну, земля обыкновенная, я купила ее в супермаркете. Называется земля для синполи или фиалок. Я всегда такую землю использую для посадки, например, хвои. Сейчас открою коробочку, покажу. Вот эта коробочка посажена месяц назад, ну, буквально после получения посылки. И я не только вам сейчас расскажу про мох, а что же такого чудесного сотворил у меня этот мох. Неделю назад одна из моих подписчиц написала мне ВКонтакте, как она меня нашла, не знаю, но нашла. Она живет в Ростове-на-Дону, и у нее орхидея, по-моему, она мне сказала, ей лет 5, но она начала погибать в связи с переездами, со сменой условий. Она попыталась ее как-то спасти, но спасти ей ничего не удается. И она попросила: можно я вам привезу эту орхидею, а вы что-нибудь с ней попробуете сделать. Когда она привезла мне ее, я была, ну, сказать в ужасе, это ничего не сказать. Сейчас поставлю здесь фотографии. Я несколько сделала снимков, когда мне эту
привезли орхидею, это был кошмар. 2 листика, один из них совершенно усыхающий, один крошечный листик, 2 каких-то длинных тяжа и 3 малюсеньких корня. И вот что делать с такой орхидеей? И она уже обработана Максимом, там уже применялось все, что могло примениться, но что-то пошло не так. Закуклились корни, все. Я смотрела на нее, смотрела, думаю, да что ж с ней сделать-то такое? Ей нужно столько влаги сейчас, чтобы она... А листики уже как тряпочки тоненькие. Что же сделать? Нашла выход. Я ее поставила в коробочку с этим мхом. Вот смотрите, растущий какой красивый мох. И вот это малюсенькая орхидея. Да, тот листик, который был сухой, он так и засох, отвалился. Но вот этот окреп и подрос. И за эту неделю она выпустила новый листик. Основание ее стоит на кусочке пенопласта. Да, вот если как-то разгрести мох, там видно, что есть земля. Но земли совсем немного. Видите, с одной стороны почему-то он растет, с другой только начинает расти. Ну, может быть, разный мох. Ну, разный в смысле по состоянию был. Этот получше, этот чуть-чуть был, может быть, посуше, но тоже начинает подрастать. Но все-таки что же происходит с орхидеей? Вот этими корнями, которые у нее остались, крохотуличные, она сейчас от мха получает очень много влаги. Здесь, в этой коробке, получилось как теплица. Видите, все влажное. Но для орхидеи, конечно, хорошо, когда большая влажность. И она начинает подавать признаки жизни. Но по утрам я открываю вот так эту коробку. Я обязательно проветриваю. Потому что самое сложное не вырастет сейчас ей корни в этом мху. А самое сложное потом будет ее перевести на более сухое содержание. Но давайте не будем торопить время. Мы сначала постараемся вырастить ей корни. Корни пока не растут, растет только листик. Чудесное преображение орхидеи. Что будет дальше, я не знаю. Нужно большое количество времени, чтобы орхидея начала и дальше расти. Вот даже эту сухую часть, там, где отпал листик, я не могу сейчас ее убрать. Я боюсь, что вот это у меня сломается все в руках. Поэтому буду ждать, когда нарастут листики, буду смотреть, что с ней будет происходить. Но вот этот листик набрал тургор. Он такой стал крепкий и даже немножко подрос. Вот такой интересный эксперимент. Я знаю, что многие пользуются и тепличками, и сухим мхом, и наращивают корни сухим мхом. Но мне хотелось именно живой мох, чтобы у меня под рукой всегда был живой мох. То есть вырастить. А вот этот пакет у меня остался. Это как раз те части, от которых я отрывала этот живой мох. Я его сложила в пакет, весь этот месяц опрыскивала водой. Что я заметила? Смотрите, от этих сухих частей начали подавать признаки жизни и прорастать новые ростки мха. И вот сейчас мы с вами вот это все посадим в коробку. Я взяла большую коробку, тоже пластиковую.
Так как результат роста мха и в простом керамзите, и в керамзите с землей практически одинаков, я в эту коробку насыплю керамзит. Наверное, это многовато. Ну нет, приблизительно сантиметр. Керамзит влажный, но я еще сделаю более влажный. Если первый мох, который я сажала, я прямо вот так каждую... Сейчас покажу как. Я вот так каждую веточку вставляла в керамзит, то здесь я просто разложу этот мох. Видите, он весь начал прорастать. Я его разложу. Его здесь много у меня. То есть в 2 пакетах. Вот видите, он весь зазеленел. В произвольном совершенно порядке. Постараться, конечно, вот этими зелененькими частями как-то вверх. Ах, какие хорошенькие маленькие. Вот весь мох положили. И еще раз, видите, даже уже хорошо растущие есть. И еще раз хорошо увлажняю. Сильно увлажняю. Я бы такой мох хотела использовать в посадке пафиопедиумов. Вот такая получилась у нас коробочка. Даже можно налить немного воды. Но я сейчас буду дня 3 каждое утро увлажнять весь этот мох. А стоять он, конечно, будет в таком закрытом состоянии. Чтобы здесь поддерживалась влага. Ну что любит мох в природе? Мох не растет на солнце, на ярком в природе. И вот эти 2 сосуда с растущим мхом у меня находятся на полу. Освещение от них, ну вот такие полки у меня только в другой комнате, лампа, которая освещает, до нее расстояние 1,5 метра. И этого достаточно. Вот этот еще крышка задерживает какой-то поток света. Так что как раз получается не яркое рассеянное освещение. И вот так прекрасно растет. Вот с живым мхом я обязательно поэкспериментирую. Не забыли еще про рюмку, которую я обещала, большую? Как только найду место, обязательно сделаю. И вот тогда мне понадобится этот живой мох. Еще один эксперимент. Ждем, что получится. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.